Сегодня мы начнем с того, что многие из нас забыли сделать. Разобрав целый ворох мифов, заблуждений и когнитивных ошибок, многим кажется, что качалка – это прийти, наподнимать весов, покорчиться. Труда и правильных тренировок недостаточно. За первый год почти каждый способен набрать 6 кило мышечной массы. До такого результата доходят очень немногие. Я не хочу вас демотивировать, друзья. Просто это реальность. Наверное, нам нужно что-то менять. Всем здравствуйте! Мы продолжаем год мышц. И сегодня, после 2 важных фильмов, у нас первое DLC-видео. И мы специально не перескакиваем сразу к упражнениям, фишкам, тренировкам, которые все обычно хотят, а начинаем с основ и закладывания корректного понятийного аппарата. Многие почему-то этот этап пропускают мимо. Но это примерно то же самое, как если бы мы с вами уравнения пытались решать, не зная, как складывать, вычитать простейшие числа. Поэтому сегодня мы начнем с того, что многие из нас забыли сделать. Сформируем адекватные ожидания и представления о мире фитнеса и тренировок, разобрав целый ворох мифов, заблуждений и когнитивных ошибок, которые мешают нам достигать результата. Это может значительно сэкономить вам время, психический ресурс и упростить путь. Вначале проведем небольшую проверку восприятия. Результаты могут вас весьма удивить. Скажите, как вам физическая форма этого человека? Он миллионы людей вдохновил на тренировки, в том числе и меня. А как вам такое тело? Тоже круто. И, наверное, уже ближе к тому, что вы бы хотели себе сами. Ну а вот эти люди, их фигуры вам уже не понаслышке знакомы. Может быть, вы за ними следите, учитесь чему-то. Кто знает, может, среди них где-то есть и я. Как вам кажется, какую физическую форму из показанных вы смогли бы достичь? Не ищите подвоха, не занижайте мнение о себе. Вот прям как вам сейчас кажется, пишите в комментариях имя атлета и время, за которое вы бы достигли подобной формы, если бы очень грамотно тренировались, питались и восстанавливались. 5, 4, 3, 2, 1. Кто хотел, ответил. Недавно я, конечно же, уже провел подобный опрос в своей телеге. И почти 80% людей считают, что достичь физическую форму Грега Плита они смогут, причем уложиться в 4-6 лет, а кто-то и то меньше. Но вот важный нюанс. Грег Плит положил на это больше 10 лет, был генетически одарен, и вся его карьера была построена вокруг его физической формы. Это, кстати, тоже он. Я специально сперва показал вам фотку, где он чуть заплывший, не на таком сильном пампе и без постановочного света. И кажется, будто форма на первом фото сильно достижимей, чем на втором. Но по факту строение мышц и объем мышечной массы там практически идентичны. Генетика. Мы склонны недооценивать ее роль в теме телостроительства. Это фактор, который, независимо от наших усилий и грамотного подхода, уже предопределил, мягко говоря, очень многое. И неважно, за какой целью мы идем. Чисто пресс или орех качать, массу набирать или просто в меру подкачаться. Мы уже волей-неволей формируем у себя ожидания от своей будущей фигуры и своего результата. Ведь с самого детства мы поглощаем с вами мультики, фильмы, комиксы с красивыми накачанными героями, а за обедом смотрим фитнес-блогеров. И все это незаметно для нас самих формирует ложные ориентиры и представления о самих себе, если это осознанно не фильтровать. Сверху добавляются лозунги по типу «любой может стать любым», нужно просто trade very hard, motherfucker, и верить в мечту. Это все круто и мотивирует, но когда дело доходит до реальной работы над собой, мечты разбиваются о суровую реальность. Итак, я выделю 3 ключевых генетических параметра, о которых полезно знать и которые уже во многом определили ваш результат. Первый параметр – это характеристики нашего с вами скелета. Сразу стоит принять, что длина, ширина, толщина, общая площадь костей такие, какие у нас есть. Это каркас, от которого критически зависит то, какой будет наша физическая форма. Например, ширина грудной клетки определяет базовую структуру верхней части тела. От ширины плеч и V-образности силуэта до потенциального объема мышц в целом, который можно на нее нарастить. Ребятам с узкой грудной клеткой придется положить в зале больше усилий кратно, чтобы это компенсировать. А те, кому с этим повезло, даже при небольшой мышечной массе будут внушительно выглядеть. То же самое касается многих других частей тела. Размер тазобедренных костей во многом влияет на ширину талии, потенциал раскачки тех самых сочных ягодиц.
А положение ключиц влияет на то, насколько у вас покатые плечи, а от этого зависит внешний вид трапеции и дельтовидных мышц, мышц плеча. Ну и в конце концов, длина конечности и рост. 10 кило мышц на росте 170 и 185 будут очень по-разному выглядеть. Идем дальше. Многие уже знают из того самого видео про пресс, что его рельеф в первую очередь формируется за счет сухожильных перемычек. От этого зависит количество кубиков, у кого-то их 4, у кого-то 8, а также их глубина и рельеф. Например, если сухожилия широкие, то расстояние между кубиками будет больше, что сделает пресс более очерченным и объемным. У Грега Плита, к слову, с этим все в порядке, только посмотрите на эту яму посередине. То же самое с любыми другими мышцами. Их можно увеличивать только в заданной генетикой форм-факторе, который абсолютно уникален и неизменен. Можно вывести универсальное правило. Чем больше площадь сухожильной части, тем меньше пространства остается самой мышце, а значит весь мышечный объем будет сконцентрирован на меньшей площади. Это сделает мышцы более объемными, сбитыми и текстурированными. Это наглядно видно на примере того же бицепса. Именно поэтому у кого-то он как вздутый шарик, а у кого-то как растянутая сарделька такая. А на этих снимках очевидно различие в строении грудной мышцы. У одного образца мышца четко сегментирована на отдельные пучки, а у другого имеет более равномерную форму без выраженного разделения. И сколько бы мышечной массы ты ни набрал, ты можешь визуально выглядеть менее впечатляюще и приятно, чем тот, у кого мышц меньше, но строение более удачное. И даже фармакология здесь, к слову, она не поможет. Некоторые профессиональные атлеты специально подключают синтол, чтобы подправить неудачное строение мышц, особенно плеч и бицепса, что часто остается незаметным для неискушенного зрителя и еще больше вводит в заблуждение. Мы создали плейлист «Года мышц», в котором можно будет смотреть все видео в правильной последовательности и ничего не упускать. Это важно, потому что каждое видео связано с предыдущим, дополняет его, и пазл за пазлом формирует общую картину. Ссылка на плейлист в углу экрана и в описании. Я думаю, у многих из вас есть примеры из жизни, когда люди, у которых меньше стаж, меньше знаний, они пропускают тренировки, о питании не думают. Но за раз растут лучше. Тот самый друг распиздяй, который пришел в зал с вами по приколу и в итоге обогнал через 4 месяца. Существует немало научных работ, которые наглядно показывают, насколько генетика влиятельна в развитии физических качеств. От исследований на мышах, где после генной манипуляции особи стали набирать больше мышечной массы, вплоть до 300% по сравнению с остальными, до крупных обзоров на 250 исследований, в том числе с участием людей, которые показывают, что генетика может определять до 85% различий в спортивных результатах, силе, выносливости, гипертрофии и так далее. Также поперечная толщина мышц и общая мышечная масса могут наследоваться на очень внушительный процент, что дает таким людям серьезное преимущество еще с пеленок. То есть генетика задает коридор возможностей, потенциал которого мы можем раскрыть на максимум, но расширить его границы естественным путем невозможно. В итоге есть люди, которые способны быстрее набирать мышечную массу благодаря лучшему отклику тела на тренировочные стимулы, сохранять форму с меньшими усилиями даже при сбоях в тренировках и питании. Ну и, конечно, такой организм потенциально способен набрать и удерживать больший объем мышечной массы. Без наличия опыта проверить, насколько у вас это проявлено, почти невозможно. Однако, чисто ради интереса, вы можете повспоминать времена старшей школы. В это время многие занимались спортом, подвергали себя в том числе и силовым нагрузкам. Там уже у вас и ваших сверстников активно это проклевывалось. К примеру, мы со школьными друзьями активно занимались плаванием с 8 по 11 класс. И на этом фото делаем упражнение «Стрелочка». Размер мышц плеча в этом положении очень наглядно видно. Посмотрите на разницу. И вот мы вроде одного возраста, они даже постарше. Тренируемся на турниках и с железом почти одинаково, питаемся тоже. Но как по-разному реагирует наше тело. Труда и правильных тренировок недостаточно, чтобы у тебя был V-образный силуэт, круглый бицепс, глубокий пресс, эталонная попа орехом, спина как у кобры, осиная талия и продолжаем по списку. Именно такие образы нам в голове формируют те, у кого задатки к этому есть уже с рождения. Наглядная ошибка выжившего. И обычно, когда нормальный человек приходит в зал, начинает тренироваться, он недоумевает, где мой бицепс, где кубики, где спина. Да они, может быть, и есть, или будут, но просто не такие, не с такой скоростью, как ты навоображал и думал, что могут быть. В итоге большинство людей просто бросают, потому что их ожидания на старте расходятся с тем, какой результат они по факту получают.
Важно понимать, твое тело – это твой уникальный архитектурный проект. У тебя своя комбинация и проявленность генетических параметров. Они, кстати, могут неплохо компенсировать друг друга. Например, если не повезло с предрасположенностью к мышечному росту, у тебя может быть удачное строение скелета и крепление мышц. И эта комбина даже при небольших мышцах будет выглядеть круто. Важно не делать выводов раньше времени, подойти с умом к тренировкам и, не обращая внимания ни на что, заниматься стабильно хотя бы год. Только тогда можно будет делать какие-то выводы о своих возможностях. Как раз в тему того, что мы с вами только что обсудили, у меня для вас будет небольшой практикум. Сделайте фотографии своего тела в 3 ракурсах, замерьте антропометрию и вес, а также сделайте тесты силовых показателей в базовых упражнениях. Первый год тренировок желательно делать подобные замеры каждые 2 месяца. Это будет грамотным стратегическим шагом, который станет вашей опорой и ориентиром для нормальной оценки личного прогресса. К тому же это одна из самых сильных практик, которая способна поддерживать нашу долгосрочную мотивацию. Ведь мы склонны не замечать весь масштаб своего прогресса и забывать, какой путь был проделан. Для удобства в нашем Telegram-приложении мы сделали пошаговую систему. Вы сможете зафиксировать там свои показатели и сохранять историю измерений. К каждому шагу приложены гайды, которые помогут сделать все правильно, в том числе и технику упражнений. Также приложение может напоминать вам, когда пора сделать новые замеры. Ссылка в описании. Все бесплатно. Многие из нас недооценивают длительность и сложность телостроительства, и поэтому относятся к этому не так серьезно, как на самом деле нужно. А вы когда-нибудь пробовали сравнить это со спортом? Это очень хорошо отрезвляет. Там есть 3 юношеских разряда, 3 взрослых, затем кандидат, КМС, мастер спорта и так далее. Посмотрим снова на форму Грега Плита. Какой спортивный разряд вы бы ему присвоили? Я полагаю, что это уровень около мастера спорта международного класса, таких как он, единицы во всем мире. А, например, моя физическая форма. Какой это разряд? Полагаю, что около 1-го взрослого. Хороший уровень, который встретишь нечасто, но это уже достижимо для гораздо большего количества людей. А теперь самое важное. Сколько лет и усилий люди кладут в спорте, чтобы достичь хотя бы 1-го взрослого разряда? В среднем это 3 года. И еще важнее, там подход-то спортивный. Тренировки серьезные, их может быть вообще по 2 в день, в большинстве случаев с тренером, методологией, партнерами по секции, конкуренцией, соревнованиями. Это очень сильные драйверы. У обычного человека, который ходит в зал без этих вводных и по гайдам с Ютуба, уйдет раза в 3 больше времени. Готовы ли вы к этому? Я не хочу вас демотивировать, друзья, просто это реальность. Многим кажется, что качалка – это прийти, наподнимать весов, покорчиться, забить все мышцы, чтобы болели на следующий день обязательно. Да, и выпить протеин с БЦАшкой. Типа как сорняк, в какую лужу ни кинь, да, оно и так вырастет. То есть мы наивно мечтаем о результате перворазрядника, но забываем, что это как бы полноценное дело. Вы строите тело. И без фокусировки и системного подхода вы будете строить очень долго, и, возможно, так и не дойдете до облицовки. Однако у меня 2 хорошие новости. Первое. В сфере телостроительства для неспортсменов 2-3 тренировки в неделю – это оптимум. А увеличение их числа может даже сыграть в негативную сторону. В то время как во многих других видах спорта 4-5 тренировок в неделю только бы могли ускорить прогресс благодаря технической и физической многозадачности. Вторая хорошая новость. Взгляните на этот график скорости мышечного роста. Наглядно видно, что уже за 1-й год мы способны набрать очень внушительное количество мышечной массы. От 6 до 12 кг у мужчин и от 4-6 у женщин. Но заметьте, как к 3-му году скорость роста мышц снижается кратно, падая до уровня 1-2 кг чистых мышц за 12 месяцев. Какой получается интересный фитнес-парадокс. То есть за 1-й год почти каждый способен набрать 6 кг мышечной массы, что уже очень заметно преобразит тело. Но даже до такого результата доходят очень немногие. Наверное, нам нужно что-то менять. И снова знакомые картинки, но в этот раз поместим их на шкалу накачанности тела с 10 уровнями.
Арнольд и уровень профбодибилдинга – это 10-й уровень, Грег Плит и топовые фитнес-модели – 8-й и 9-й, а уровень фитнес-блогеров – это 6-й и 8-й. Адекватный уровень для нормального человека где-то здесь, с 3 по 6. Вот он, тот самый оптимум мышечной массы. Рядом добавим еще одну шкалу – пользы и социальных бонусов от вашего тела. Это здоровье, уверенность, привлекательность – все, о чем мы говорили в первых 2 фильмах. Идти выше 6-го уровня стоит лишь тем, у кого отличная генетика или тот, кто строит карьеру на своем теле. Для всех остальных это игра с резко убывающей отдачей. Отсюда я бы хотел зафиксировать важный вывод. Мы стремимся не в отличный, а в хороший результат. И как мы уже поняли, он достигается в среднем за 2 года системных и грамотных тренировок. А все, что выше 6-го, потребует в разы больше времени, усилий и жертв. И даже если ты максималист, то лучше метить не в топ всей шкалы, а на верхушку 6-го уровня. Сделать лучшую среди хороших. Это куда более здравый ориентир. И в конце пройдемся еще по некоторым заблуждениям и ошибкам, которые было бы полезно у себя отследить. Очень часто я слышу мнение, что раз человек смог развить свою мускулатуру, то он хорошо разбирается в том, как это делать. В видах спорта, основанных на навыке и технике, например, боевые искусства, это действительно так. Там результат напрямую зависит от уровня мастерства, и ни генетика, ни фармакология не прикроют недостатки. А в телостроительстве генетика часто может компенсировать посредственный тренировочный процесс. А если к этому добавить фармакологическую поддержку, разница становится еще более разительной. Во многих фитнес-клубах треть тренеров, если не больше, ее, вероятно, используют. Да и, по сути, любой Вася, который качается просто для себя, тоже может шалить. И, друзья, все бы ничего. Да, это личное дело каждого. Но порой это скрывают и выдают исключительно как заслугу своего мастерства. Мол, достичь такой кондиции, объемов, сухости, глубины мышц можно достичь при правильных тренировках и куриных грудках. В Штатах особенно явно это любят делать. Там у каждого 3-го в описании написано natural, или netty. И вы смотрите на его форму, образ жизни, тренировки и недоумеваете. Да как же так? Ведь у вас и близко этого не получается. И отсюда следует еще одна ошибка. Наблюдая за такими атлетами и думая, что мы такие же и нужно просто больше пахать, ты можешь выбрать неподходящий для себя формат тренировок, часто травмоопасный. Это вообще бич молодых ребят, особенно субтильных и тощих. У них большое желание это компенсировать, и они с таким энтузиазмом, рвением наваливаются на тренировки, думая, что тут что-то зависит от экспрессии и напора. Но телостроительство — это стратегия, а не Mortal Kombat. Тут думать надо и планомерно работать. Они не проводят подготовительную работу, не уделяют время освоению техники, тренируются так же часто и объемно, как атлет на фарме, рано берут большие веса. Из-за чего потом вместо красивых мышц у тебя больные локти, плечи и демотивация в придачу. Идем дальше. Листая публикации в Instagram, мы невольно сравниваем себя с этими образами. Это может вызывать сомнения в себе, формировать неадекватное восприятие реальности. Максимально критически, пожалуйста, это фильтруйте, особенно если это модель, звезда, спортсмен или блогер. Также не забываем про фишки по типу пампа, хорошего света, обработки, которые могут прибавить 30% к визуалу. Но в обычной жизни человек зачастую и близко так не выглядит. Есть даже отдельная категория людей, таких, которые к лету. Они любят навалиться, набрать пиковую форму месяца за 4, сфоткаться в идеальных условиях, запостить, и потом через какое-то время просто слить эту форму, ведь он не может держать такой режим. Но вы-то этого уже не увидите, фотография в сети. Это не стиль жизни, это просто понт. Важно уметь это отделять. И гораздо ценнее, если человек год за годом пребывает в хорошей физической форме. Многие люди путаются в том, что им на самом деле нужно и какой метод для достижения их цели выбрать. Запросы звучат по-разному. Накачаться, масса, рельеф, эстетика. Девочки хотят попу и животик 2 полосочки. Но все это не обходится без роста мышц. Мышечная гипертрофия – это фундамент. Она создает основу для любого телесного преобразования.
Даже рельеф и живот, две полосочки – это тоже результат роста мышц, а не просто диеты или кардио. И вот здесь начинается путаница. Люди выбирают методы, которые звучат круто – кроссфит, функционал, пилатес. Но если ваша цель – это заметное изменение фигуры, классические силовые тренировки – это основа и самый эффективный метод. Причем и здесь есть варианты – тренажерный зал, улица или вообще тренировки дома. Выбирайте, что нравится, но объективности ради, тренажерный зал – это место, созданное специально для нужной нам цели. Там все условия для эффективного и безопасного прогресса. Боксом ведь тоже можно заниматься во дворе, а плавать не в бассейне, а в речке. В зале гораздо удобнее и проще создавать необходимую нагрузку, ее контролировать и прогрессировать, а это очень важно. Все эти искажения и последующие за ними ошибки приводят к тому, что люди топчутся на месте, либо просто бросают, каждый на своем этапе. Это формирует негативный опыт, и вероятность камбэка сильно снижается. Сегодня мы с вами сделали важный шаг. Наша голова чуть более ясная, и мы трезво смотрим на вещи. Постепенно тренировки из хаоса начнут превращаться во что-то более связанное и системное. Спасибо за то, что вы смотрите и поддерживаете этот контент, ведь его довольно сложно продвигать в массы. Если что, чек-лист поддержки выпуска перед вами. На связи.